Привет, друзья! Как у вас дела? У меня все хорошо. Мне захотелось с вами поделиться. 28 сентября мне исполнилось 7 месяцев, а сегодня у меня вылез первый зубчик. А еще сегодня пришла моя старшая сестричка со школы и сказала, что нужно что-то спечь, потому как завтра будет в школе благотворительная ярмарка, помощь больным деткам. Поэтому мамочка моя решила сегодня спечь, и мы покажем вам что. Бывают такие ситуации, когда вам что-то срочно нужно испечь, но в доме не хватает каких-либо продуктов. И вот мы нашли выход. Дело в том, что у нас есть вроде бы все, мы посмотрели, но нет молока. И так как я маленькая, у нас в доме есть смесь. Поэтому мы попробуем приготовить дрожжевое тесто с использованием смеси. Мне она не пригодилась, поэтому мы можем смело проэкспериментировать и покажем вам, что из этого получится. Хотим спечь на ярмарку какие-нибудь булочки или пирожки. И покажем вам. Смотрите, что мы будем использовать. Мука, смесь, нан, сахар, сливочное масло, 2 яйца, дрожжи. У нас вот такие вот львовские, очень хорошие, проверенные. И, в общем-то, и все. И теплая вода нам понадобится. Сейчас мы снимем вам процесс приготовления и все покажем, что у нас получится. Для начала мы смешали столовую ложку сухих дрожжей с чайной ложкой сахара. И теперь все это зальем слегка тепленькой водичкой. Воды мы взяли полстакана и теперь заливаем. Заливаем, можно даже не перемешивать. И нужно немножко, чтобы эта смесь постояла. Тесто мы будем делать где-то примерно на пол-литра жидкости. На банке со смесью написано, что уходит на 200 мл воды 7 вот таких вот мерных ложечек. Поэтому мы высыпем в емкость, в данном случае в миску, 14-15 ложечек этой смеси. Теперь нужно влить сюда 400 мл теплой воды. Используем обычные вот такие стандартные стаканы. Добавили воды и все тщательно перемешали. И смотрите, очень легко все растворяется и получается практически молоко. Посмотрим, что у нас получится дальше. Теперь в эту смесь мы вольем 7 столовых ложек нашего подсолнечного масла. Влили и все перемешали. Теперь растопим сливочное масло. Но, в принципе, его можно было бы и не использовать. Его мы добавим для большей сдобы в тесто. Растопленное сливочное масло мы добавили в нашу смесь и все тщательно перемешали. Теперь добавляем сюда 2 яйца. Тщательно размешали яйца в полученной смеси. Теперь добавляем сюда сахар. Можно добавить всего лишь полстакана, так как сама по себе смесь имеет сладковатый вкус, поэтому половины стакана будет достаточно. Сахар перемешиваем в полученной смеси. И теперь уже сюда можно добавить дрожжи. Смотрите, они взялись вот такой вот шапочкой. Это значит, что они уже подошли. Перемешиваем дрожжи в полученной смеси. Ну все, друзья, теперь сюда остается добавить только муку. Все пропорции мы вам напишем под видео, так как еще сами не знаем. Пока что все делаем на глаз. А что получится, вы увидите в конце. Посмотрите, друзья, мы добавили муку, точное количество я вам напишу под видео, и перемешали тесто ложкой. Руками мы не вымешивали, оставили его немножко такой вот вязкой консистенции, хотим посмотреть, что из этого получится. Решили сильно круто не вымешивать. Теперь накрываем полотенечком и оставляем тесто подниматься. Сколько по времени уйдет на его подъем, мы вам позже расскажем. Прошло 1,5 часа, и посмотрите, как наше тесто увеличилось в объеме. Оно чудесно подошло, так что можно приступать уже к выпеканию наших булочек. Посмотрите, какое нежное, незабитое тесто у нас получилось. Сейчас мы его буквально слегка вымесим и раскатаем корж, а дальше покажу, что буду с ним делать. После того, как смазали наше тесто подсолнечным маслом и посыпали сахаром, мы заворачиваем его в трубочку. Вот такая колбаска у нас получилась. По бокам ее можно защипать. А теперь ее нужно разрезать на 3-4 сантиметра, на такие небольшие рулетики. Вот что у нас вышло. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем подсолнечным маслом. Начинаем формировать наши булочки. Защипываем рулетик с одной стороны, чтобы у нас получилась вот такая вот розочка или цветочек, как хотите это назовите. Вот так можно раскрыть и будет красиво. Укладываем все эти розочки на противень. Бока рекомендуем смазать подсолнечным маслом, чтобы не слиплись. Вот такие булочки в форме розочек у нас получились. Теперь мы даем им постоять минут 10-15, смазываем желтком и выпекаем в разогретой духовке
при температуре 180 градусов 30-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Наши булочки постояли в теплом месте, увеличились в размерах в 2 раза, и теперь мы отправляем их смело в духовку. Как я уже сказала, при температуре 180 градусов, где-то минут 40. Мы будем за ними наблюдать и менять режим, если понадобится. Смотрите, какие замечательные булочки у нас получились. Форма розочек, конечно, не совсем сохранилась, но очень-очень даже красивые. И по вкусу, поверьте, они замечательные. Вот мы разломали одну булочку, видите, она очень мягкая внутри, не слипается, очень-очень вкусная. Рекомендуем вам попробовать. Если у вас вдруг осталась смесь, не использованная вашим малышом, то можно ее не выбрасывать. Попробуйте. Будем рады, если это видео было вам полезным. Ну что ж, друзья, будем рады, если вам понравилось это видео. Всего вам доброго, пока-пока, до встречи на нашем канале. Подписывайтесь, пожалуйста, впереди будет много-много интересного. Всем пока!